Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень легкий, зимний бюджетный десерт вьюга. Десерт этот готовится очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. Без выпечки его будем готовить, без красителей, без желатина. Всегда все получается. Здесь у меня 150 грамм свежемороженой черной смородины. Добавляю туда 50 грамм сахара и довожу все это до кипения и снимаю с огня. Сразу отвечаю на вопрос. Вместо черной смородины можете брать любую другую кислую ягоду. Здесь 1 литр молока, щепотка соли. Туда же я добавляю 16 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю и добавляю туда 110 грамм кукурузного крахмала. Именно кукурузный нужен крахмал. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу все это до кипения. Здесь кастрюлю можете брать, если вы новичок, пошире, конечно. При непрерывном помешивании обязательно помешивать нужно. Когда смесь закипела, провариваю ее еще примерно 2 минуты, потому что объем большой и проваривать нужно дольше. И когда прошло 2 минуты, смесь загустела, я ее снимаю с огня и тут же уже в заранее заготовленную форму выливаю всю эту пудинговую смесь. Форма у меня здесь кексовая, Гугельхопф, верх у нее 24 см в диаметре. Она очень удобная для таких десертов, можете силиконовую брать форму. Ждать здесь ничего нельзя, сразу еще очень горячую массу я всю выливаю в форму. И еще не до конца остывшую вот эту смородиновую смесь я выкладываю просто на пудинг. Все это делается элементарно просто и быстро, справится даже новичок. Если у вас нет такой формы, вы можете делать просто в круглой форме для выпечки или в какой-то миске поставить в центре просто стакан. Все на ваше усмотрение. Можете по стаканам это разлить. Из стаканов тоже прекрасно все это будет отделяться и потом можно переносить на тарелку. Делаю такие как бы прокручивающие движения ложкой, чтобы погрузилась смородиновая масса уже в пудинг. И если вы заметили, я в смородиновую массу намеренно не добавляла крахмала, чтобы вся эта масса при раскусывании была очень такой нежной и подвижной, а не таким желейным комком. Сверху я все это сейчас закрою просто обычными печеньками. Вот эта смородиновая масса, она дает очень красивые цвета в этом пудинге потом при застывании. От темно-синего к сиреневому, к такому розово-бордовому. То есть здесь будет очень необычная цветовая гамма и совершенно натуральный, без всяких красителей. Убирала я в холодильник все это на 3-4 часа. Слегка ножом вот эти краешки я отделяю от самой формы. Сам десерт от формы отделяется превосходно. Переложила на блюдо, посыпала крупной кокосовой стружкой. Вы можете мелкой кокосовой стружкой, можете другими орехами посыпать. И вот такой прекрасный в разрезе, нежнейший, очень освежающий этот десерт получается. Этот десерт прекрасно подходит для чаепития после такого плотного застолья. То есть он очень освежающий на вкус, с такой хорошей кислинкой от черной смородины и необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.